Всем доброй ночи, друзья мои. Если уж честно, то уже 3 часа, по-моему, даже 14 минут четвертого. Это означает, что скоро утро. Вот еще раз вам напомню, что секрет моего успеха не в случайной удаче, которая ко мне незаслуженно приходит, как некоторые считают, и не в том, что деньги сыпятся с небес на мою голову, а в том, что я работаю, еще раз работаю, день и ночь, и очень много. Потому что работа – это моя жизнь. Я могу лишь пожалеть тех людей, которые в этой жизни живут бесполезно. Можно временно не работать, временно искать себя в этой жизни, восстанавливаться, всякое бывает в мире. Но когда человек вечно, годами безработен, имеется в виду без смысла в жизни, таких людей можно только пожалеть, это ущербные личности. Как я говорю, лучше уставать от работы, чем от безделья. Но я так смотрю, некоторые люди устали и от безделья, и устали не только от безделья, еще и от свободы своей устали, да? Потому что вы настолько безмозглы, что даже не заметили 4 камеры наружного наблюдения, которые прикреплены на деревьях возле наших домов. И вы, фотографирующие наши дома, даже не подумали о том, что ваши фотографии остаются и сохраняются в наших камерах и экранах. У вас правда нет мозгов? Вы устали жить спокойно? Или моя порченная одержимость настолько хорошо сработала, что вы готовы идти на все? Эта зависть заполонила вам глаза, и вы абсолютно забыли про осторожность, про все на свете. У вас мозги высохли или как? Вы понимаете, что такими вещами шутить нельзя? Вы понимаете, что я могу в любое время пойти написать заявление, что у меня из дома пропали драгоценности, и вас просто подтянут и будут допрашивать. И плевать, так это или нет, никого не волнует. Вас там увидели. А может, вы фотографировали, чтобы ограбить меня, чтобы еще что-то делать. Вы что, действительно безмозглы до такой степени? Вы уже с ума сходите. Мало того, что это насастое чудо со своим усатым сожителем, который на 3 семьи живет. Приезжали тут узнавать, удостовериться, мой ли это дом или нет, и лоханулись, и просто ушли. Я понимаю, что такие сумасшедшие, они обрисовывают для себя определенный мир особый, в который сами верят, и когда этот мир просто выходит наружу, и когда люди узнают, что на самом деле совершенно не так, что это одинокая, покинутая, никому не интересная баба, она начинает тебе мстить. Но мстить надо не мне, а самой себе, что ты к 40 годам, кроме носа, больше ничего не имеешь в этой жизни. И этот нос суешь и суешь, куда попало. Вы просто играете с огнем. А эти съемки у меня сохранены. Вот в любую секунду пойти отдать, и вас будут допрашивать. Вы действительно больны. Вы реально больные люди. Вы, знаете, мне иногда кажется, что если бы у вас просто спросили, вот готовы вы отдать на плаху своих детей, лишь бы Хосроева проиграла вам, вы бы на это тоже пошли. Вы настолько одержимы местью, что не знаете уже, что делать. И это сумасшедшая баба, которая с этой империи притащилась под названием Баба Яга, потом назвала себя жена Пушкина. Да Пушкин на тебя даже не плюнет. Это сморщенная, просто жуткая, раньше времени постаревшая, худая. Она не зря себя Бабой Ягой-то назвала. Великая там колдунья, нитями какими-то колдовала. А потом сняла якобы какой-то отзыв про мои ритуалы. Вы смешны.
просто. И люди просто узнали вас, и вы опозорились еще раз. Никто не удивляется, что отребье готово на все, просто на все, лишь бы меня победить. Аж приехать фотографировать мой дом. Вы сумасшедшие. Вот если бы мы жили в Америке, вас бы принудительно просто направили к психиатрам, потому что там такая практика существует. Там сажают людей за вот этот интернетный терроризм. Но, к сожалению, у нас такие законы, что пока не убьют, не приезжаем, да. Этим пользуются вот эти вот полоумные существа. Но вы же понимаете, что все, что на вас было наведено, это все заслужено. Это все достигает цели. Иногда отправляют, и слушаешь голосовой там одной бабы, например, Полясной ее звали. Знаете, так, очень удачно лежит теперь 2 метра в земле. Вас померло столько, за 2,5 года вас умерло, наверное, человек 6. Не перечислить, сколько вас померло. И ушли друг за другом. У кого мозги включились, я их поздравляю. Хоть включились поздно, но включились. Они поняли, в какую грязную игру они ввязались. Вы мрете, как мухи, друг за другом. Вот эта свиноматка тоже снимала про меня видео, каждый раз выкладывала. Врала такие грязные вещи. Я просто слушаю и думаю, какая же ты была тварь все-таки. И не зря ты там лежишь. Давайте вот так снимем, давайте снимем ролик, давайте ее обвиним, давайте подставим. Вот ваша сущность, вы канализация просто. Да вы еще не просто канализация, вы уже, оказывается, еще и полоумные, вы сумасшедшие, вы клиенты психушки. Я просто не представляю, чтобы я ездила где-то, фотографировала где-то кого-то, чего-то. Вы понимаете, что вы играете с огнем? Вы уже переходите грань. Вы нарушаете уже мою территорию. Идите к психиатрам, пока не поздно. А эти съемки остаются в камерах наблюдения. Вы понимаете, что вы себя подставляете под удар? Я просто... Я понимаю, что вас бомбануло. Я понимаю, что зависть вас просто убивает и грызет изнутри. Но я хочу вам напомнить слова Нельсона Манделы. Зависть – это яд. Вы пьете этот яд и думаете, что помрет ваш враг. Но умираете вы сами. Вы сходите с ума, господа. Вы сумасшедшие. Я вам говорю, заявляю, и просто без никаких психиатров и консилиумов врачебных, я вам говорю и заявляю в лицо. Вы сумасшедшие. Вы сборище сумасшедших людей. К сожалению, мы дошли до того, что уже принудительно не лечат. Психи должны сами подписать соглашение о своем лечении. Ездить, фотографировать – это уже мрак, это уже дно. Это дно было уже тогда, когда это полоумный этот рубильник приехал со своим, не со своим мужем, а каким-то там мужиком с усатым, которого она называет своим мужем якобы. Какой там муж, Господи? С такой сумасшедшей, какой мужик будет жить, я его не виню. Приехали сюда удостовериться, мой это дом или нет. Мало того, вы приезжаете фотографировать наши дома. Я вам еще раз говорю, идите к психиатрам, пока не поздно. До психушки просто полшага. Реально, полшага до психушки. И более ничего. А то, что мои работы вас беспощадно косят, так это вы заслуживаете. Порчу надо заслужить. Просто так порчу никто никому не делает. Поверьте мне. И если бы вы были невиновны, мне бы не позволили вас бить. Но поскольку я вас бью, и вы с ума сходите каждый день все больше и больше, это говорит о том, что вы виноваты. Вселенная мудрая и силы разумны. Они невиновного не накажут. А съемки у меня остались. Еще пару раз приедете, и уже будете вызывать подозрения у правоохранительных органов. Полоумные существа. Где-нибудь у кого-нибудь с домом что-нибудь случится,
Не у меня кто вы такие, чтобы у меня что-то случилось, и вас никто не опасается. Но где-нибудь поблизости. И эти снимки просто, понимаете, что вас этими снимками отправят на зону. Вы даже это не осознаете. Потому что я видела такие моменты, когда люди сходили с ума до такой степени, позорились до такой степени на улицах. Просто они не замечали, что они позорятся. Ну вот не видно это. Когда человек сходит с ума, задыхается от бессилия, от злобы и от зависти, он просто творит самые позорные вещи, не понимая, что он уже смешон. Вы всесоюзные клоуны. Более того, вы шизофреники. Вы сумасшедшие люди. Просто сумасшедшие люди. Полоумные. Я думаю, что профессора Склифосовского просто мечтают о таких пациентах, как вы. И я вам еще раз говорю, как говорила год назад, и сейчас говорю, вы сойдете с ума. Это не смех и не издевательство, это реальный диагноз я вам ставлю. Поверьте мне, я никогда не ошибаюсь. Вы сходите с ума. Вы сойдете с ума. Вы сойдете с ума, видя, как я спокойно живу, дальше двигаюсь, плевать я хотела на вас. Вы от безысходности и бессилия сойдете с ума. И виноваты в этом будете только вы и ваша грязная душа. А теперь продолжим. Дорогие друзья, если помните антикризисный заговор моей бабушки, который я перевела на русский язык и передала вам, очень многим людям помогли пережить вот это вот мракобесие и сумасшествие, которое было недавно. И, боюсь, еще не закончилось. Так вот, эти заговоры, они аскетичные, то есть имеется в виду, что они очень простые в произношении и вообще без каких-то, скажем так, выкрутас. Но в них есть очень сильные ключи, просто вселенского масштаба ключи, которые тут же открывают закрытые двери и помогают человеку выжить в любой ситуации, чтобы не случилось, оставаться на коне. Этот заговор мне в детстве казалось такой детской игрой, считалкой. Понимаете? И кто знает армянский язык, он поймет почему. Но этот заговор настолько сильный, что вот срабатывает очень быстро и на быстрые деньги, я бы сказала. Этот заговор поддерживает ваше финансовое состояние. Если каждый день произносить по 6 раз, 12 раз, 6 раз обязательно стоит. Вот каждый день просто сделайте для себя как мантру, знаете, переписать или в телефоне сохранить. И вот как вспомнили в течение дня 6 раз читать, вы увидите, что вам на все хватит денег. Помните денежные советы, которые я вам давала, и денежные сохраны? Я очень много вам давала денежные заговоры. Потому как я считаю, дорогие друзья, что когда есть деньги, человек себя чувствует защищенным. Давайте признаемся. Когда у тебя есть деньги, ты можешь себе позволить, что хочешь. Ты не боишься, завтра кто-нибудь заболеет или что-то случится, и ты останешься в воздухе. Я говорила вам всегда, не говорите на черный день, говорите на новую квартиру, на новую машину, на новую мебель, на дачу. Вот такие ставьте цели. Черный день не надо. Черный день – это когда негр к вам постучится в дверь, это ваш черный день. А вообще на черный день не надо откладывать. Откладывайте на хорошее. Человек чувствует себя защищенным. Женщина, у которой есть свой дом, она не боится завтрашнего дня, она не вынуждена кого-то терпеть, она знает, куда ей идти вообще. Если у вас есть деньги, вы знаете, что завтра ребенок захочет жениться, поступить куда-нибудь, вы сможете, понимаете, от денег многое зависит. Я много раз говорю, что лучше уж плакать от несчастной любви в бриллиантах, в шубах, сидя в Мерседесе и приезжая в свой дом, чем жить очень счастливо, как некоторые говорят, возле мусорки.
Есть такая армянская поговорка, когда нужда заходит в двери, любовь прыгает в окно. Невозможно в нужде, в тесноте, не имея своего угла, не имея своих средств, жить, любить друг друга и обожать. Всегда ты, если ты от кого-то зависишь, от родителей, от мужа, еще от... Вечно дома трясучка, вечно скандалы, вечно вот не приносит это никакого счастья, нехватка денег. Во всем практически играет роль материальность, понимаете? Свое должно быть, своя крыша над головой, свой транспорт, пусть какой-никакой, но чтобы ты знала спокойно, что можешь сесть, поехать, если тебе что надо. Какие-то отложенные деньги, какие-то драгоценности на всякий случай, как финансовый там источник, да, там недвижимость и так далее. Именно потому люди, у которых больше денег, к ним еще больше это тянется. Потому что они не боятся без денег остаться. У них ослаблено, а у них нет страха нищеты или остаться голодными и так далее. Поскольку у них нет этого страха, у них это безденежье и не приходит. А человек, живущий от зарплаты до зарплаты, он все время в страхе живет, он переживает. Естественно, чего он боится, то и притягивает, потому что он все время об этом думает. Вот почему много различных денежных ритуалов. Это не сработает, то сработает. Все это связано с вашей энергетикой, генетикой, национальными какими-то особенностями. Я об этом уже говорила. Да, не будем повторяться. Этот заговор, он в детстве мне напоминал детскую считалку. Чем-то похожим. Но это настолько сильный заговор, что если вы проведете, как я вам говорю, просто читать, вы удивитесь, насколько быстро оно сработает. А если вы еще будете читать над кошельком, над украшениями, над шубами своими, если они есть, над домом, над машиной, через некоторое время у вас это может приумножиться. Смотря с какой энергией вы читаете, смотря какой источник денег у вас есть. Армянский язык, он древний, труднопроизносимый, поэтому вам придется ждать, пока мы текст выставим. И попрошу все время не писать, где текст, чего. Берите, переписывайте или ждите. Мы очень загружены, мы не отдыхаем вообще. Вообще. Яна целый день в телефоне, целый день отправляет там чеки, там коды для получения и книг, отвечает, записывает на консультации, записывает там детей, которые больны, да, я беру в группы и прочее, прочее. И я работаю, я же беру людей, я с ними работаю. Я начинаю с ними работать, чистки и так далее, это уже не важно. Ответы людям, работы, переписать, сделать, посмотреть. Ну, в общем, и поэтому в любом случае в течение нескольких дней мы выставляем заговоры. Уважение должно быть, дорогие мои, уважение. Никто никому не обязан. Примите это как добрый жест, но будьте благодарны просто. Не надо нам кланяться. Но хотя бы а что, уже в наглую пишут, а где заговор, а что вы не выкладываете? Понимаете? Тормозите просто. Если не хотите быть посланы далеко. Потом не удивляйтесь, что вам нагрубили. Итак. Խաչմերուկից 4-ը եկան, մեկը իշխան, մեկը զորավար, մեկ սովդաքար, մեկը տեր թագավոր։ Իշխանից փող, զորավարից ավար, սովդաքարից արծաթ, տեր թագավորից ոսկի։ 4 պարկ ունեմ, մեկի մեջ փող, մեկի մեջ ավար, մեկի մեջ արծաթ, մեկի մեջ ոսկի։ Պարկերն առա, իմ տուն տարա, 1000 ամեն։ Еще раз. Խաչմերուկի 4-ը եկան, մեկը իշխան, մեկը զորավար, մեկը սովդաքար, մեկը տեր թագավոր։
Իշխանից փող, զորավարից ավար, սովդաքարից արծաթ, Տեր թագավորից ոսկի։ 4 պարկ ունեմ, մեկի մեջ փող, մեկի մեջ ավար, մեկի մեջ արծաթ, մեկի մեջ ոսկի, պարկերն առա, իմ տուն տարա, 1000 ամեն։ И еще раз прочитаю. Խաչմերուկից 4-ը եկան, մեկը իշխան, մեկն զորավար, մեկն սովդաքար, մեկն Տեր թագավոր։ Իշխանից փող, զորավարից ավար, սովդաքարից արծաթ, Տեր թագավորից ոսկի։ 4 պարկ ունեմ, մեկի մեջ փող, մեկի մեջ ավար, մեկի մեջ արծաթ, մեկի մեջ ոսկի։ Պարկերն առա, իմ տուն տարա, 1000 ամեն։ Вот такой замечательный заговор. Если проведете правильно, как я вас научила, вы в скором времени увидите результат сами. Собственно говоря, мне тут уже говорить нечего. Мои работы уже доказали, кто я есть. Как говорила Екатерина Великая, мои деяния уже сказали, что я трон унаследовала не зря. Так что мои работы уже доказали за меня, кто я есть. В отличие от некоторых, сижу не сплетнями, занимаюсь собиранием мусора, а работами. А людям нужны работы на самом деле. Это отребью нужны сплетни, от нехер делать, сидят, собирают. И то временно устают от этого. А людям нужны достойные, сильные работы, лекции. Продукт, который можно взять и пользоваться себе во благо. Всем удачи! Да, и не забудьте сказать спасибо моей бабушке за то, что она вам такое подарила через меня.